Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю рассмотреть обновленную версию гибридного усилителя для наушников FX Audio Tube 2 Pro, где в качестве ламп установлены сделанные в США Jan 5725W, а общая выходная мощность составляет целых 850 мВт на 32 Ом нагрузки. Довольно любопытный аппарат, на нем мы сегодня, пожалуй, и остановимся. Собственно, поехали! Поставляется девайс среднего размера картонной коробки с наименованием производителя и указанием на то, что же нам, собственно, ожидать внутри. Комплект здесь, друзья, максимально простой. Это инструкция по эксплуатации и импульсный блок питания на 12 вольт 2 ампера. Корпус ЦАПа полностью выполнен, как видите, из металла. Сверху красуются две американские лампы Jan 5725W и логотип пройденной HRS Audio сертификации. Снизу же привычные 4 резиновые ножки. Входами нас, очевидно, решили побаловать. Целых 2 RCA пары, а на выходе же имеем аналогичную же RCA пару и 2 выхода на наушники 3,5 и 6,35 мм с сопротивлением менее 0,1 Ома и выходной мощностью до 850 мВт на 32 Ома нагрузки, чего с головой хватит, чтобы раскачать даже самые тугие полноразмерные наушники. Спереди, помимо описанных уже выходов, производитель разместил кнопку включения, она же переключает входы, кнопку усиления от 0 до 2,5 дБ и большой такой регулятор уровня с приятным плавным ходом. Для разбора откручиваем 2 шурупа сзади и фиксирующую гайку под регулятором, после чего плата сама выезжает к нам в руки. Внутри лично я ничего интересного, друзья, не обнаружил. Большая часть микросхем здесь затерта, так что полюбоваться можно только качеством пайки. И да, под лампами расположили те самые читерские светодиоды. Если одну из ламп вытащить, то уровень сигнала очень сильно падает, но полностью не исчезает. Лампы греются, сам же аппарат практически нет. По измерениям у нас просто классическая картина, свойственная для влияния ламп. Хороший такой разбаланс каналов, отличный уровень шума и динамический диапазон и просто лес гармоник на гармонических и интермодуляционных искажениях. Наибольшее влияние, как видим, оказывают первые 4 гармоники, что значительно смягчает, так и утепляет звучание. Общая оценка, кстати, здесь хорошо, то есть для лампового агрегата это весьма добротные по качеству измерения. По подаче мы имеем то самое теплое, чуть размытое, но зато объемное и довольно сочное звучание. При прямом сравнении с Topping L30 мы получаем, на мой взгляд, прямо очевидное упрощение. Теряется четкость, собранность, техничность, а приобретается легкая такая дымка и серьезная мягкость. Звучит это действительно музыкально, я бы даже сказал богато, однако как-то уж слишком просто. Любые скоростные стили героя обзора, очевидно, вообще не подходят, поскольку текстуры в этом случае будут смазываться. А вот что-то лирическое или сухое сразу наполняется глубиной и массой. Звучит это очень приятно, но сколь-либо внушительного уровня, друзья, не дает. Техничные Moondrop Kato Tube 02 Pro вообще, на мой взгляд, не спелись, а вот с KBR Aurora и Torrent A2 слушать его оказалось приятно. Наибольшую же синергию усилитель может иметь с чем-то прямо агрессивно-резким, крайне сухим или вообще нейтральным, дабы своими гармониками добавить естественности и мелодичности. Если разобрать по частотам, то бас порадовал своей глубиной, серединка комфортной мягкостью, а высокие тем, что абсолютно не вмешивались в процесс и не перетягивали внимание на себя. Они, конечно, есть, но отыгрывают где-то там на втором-третьем плане, чем хорошо так подсвечивают для нас серединку. Слушается это очень здорово, но прямо аудиального интереса лично у меня не вызывает. Претензий к данному устройству у меня нет, просто как-то слишком мягко и расплывчато для меня. Вызывает ощущение некого такого винтажа. Реально неплохо, да и ценник здесь вполне располагает. Подводя итоги, FX Audio Tube 02 прежде всего приятно выглядит, имеет приличные для своего класса измерения, недорого стоит и предлагает нам в той или иной мере приобщиться к тому самому ламповому звучанию. Играет же он интимно, объемно и очень комфортно. Им можно, например, смягчить и утеплить звучание стационарной акустики при использовании в качестве предусилителя, ну или задействовать по прямому назначению в качестве усилителя для наушников с 2 переключаемыми входами. Выходы для наушников здесь, похоже, распараллелены, модификации, кроме непосредственной смены ламп, не предусмотрено. В общем, нормальный гибридный усилитель, но ничего прям такого особенного. Кому такое надо, вполне можно рассмотреть к приобретению. А на этом у меня все. Это был стационарный усилитель для наушников FX Audio Tube 02 Pro. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.